Изолента Лайф. Доброе утро, дорогие наши зрители. У нас в эфире военный эксперт Алексей Петрович Леонков. Алексей Петрович, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Да, Трофим, может, ты начнешь? Сегодня давайте я просто еще одну вводную дам, что напомню, что сегодня 50-й день военной операции, и, может быть, есть смысл в этом смысле какие-то итоги начать подводить. Трофим? Давайте, наверное, начнем мы все-таки с крейсера «Москва», да, и про какая есть информация, потому что я думаю, что у Алексея ее больше, чем у нас. Это серьезный вопрос, который, я считаю, нужно как-то все равно зацепить сегодня. Алексей, что произошло, по твоему мнению? По моему мнению, был нанесен удар. Все-таки это не что-то там сдетонировало, а что-то попало по кораблю. Если помните, корабль проходил недавно восстановительные работы. И вопрос, там, конечно, очень много. Работали ли бортовые системы РЛС? Находился ли экипаж в бодрствовании? То есть сейчас, насколько я знаю, уже проводится служебное расследование. И этот факт, то, что там произошло с кораблем, отрицать не стоит. Потому что все-таки мы с вами находимся на войне. И те, кто не понимает, что идет против нас война, в которой участвуют все страны НАТО, которые поставляют оружие на Украину, тот неправильно воспринимает текущую ситуацию. При этом возникает очень множество вопросов со стороны наших армейцев, которые там находятся. Вопросы, связанные, почему до сих пор поставляется через территорию Украины нефть и газ, почему не вводятся санкции против стран НАТО, которые поставляют оружие. То есть либо мы воюем, либо мы не воюем. Вот такие сейчас вопросы, которые должны быть актуализированы, в том числе и с помощью вашей площадки, потому что наши ребята там ежедневно совершают подвиги, и об этом Министерство обороны докладывает. Тяжело воевать со всем блоком НАТО, который старается всегда подобрать такие средства вооружения, которые оказываются наиболее эффективными. Я напомню, что НАТО имеет тотальное превосходство в космической разведке, и этот факт тоже не стоит отрицать. То есть они знают, что, где, как воюют и какие силы и средства нужно перекинуть на тот или иной участок линии боевого соприкосновения. При этом наше командование, которое руководит вот этой специальной военной операцией, конечно, во многом их переигрывает. Но понимаете, что вот это переигрывание, оно, в принципе, титанический труд, потому что мы воюем против всего блока, еще раз подчеркну. Они не присутствуют на территории своими силами, но вот сейчас из Азовстали вытащат вот этих сидельцев, и тогда мы узнаем очень много интересного, а как на самом деле осуществлялось руководство группировки, которая стоит у Донбасса. Поэтому будет, наверное, очень много интересных заявлений со стороны Министерства обороны и очень много интересных кадров, которые предъявят не только российскому зрителю, но и всему миру. Угу. Скажи, пожалуйста, завершая тему с флагманом, потеря флагмана Черноморского флота, это серьезно. Нет, там не потеря, там будут, конечно, ремонтно-восстановительные работы. Нет, я имею в виду потеря в моменте, да, то есть сейчас на данный момент... Да, он выведен из строя, он выведен из строя. Соответственно, скажи, пожалуйста, в свете того, что Черноморский флот в данный момент находится в некой изоляции, да, он отрезан от средиземноморской нашей флотилии, и будет ли переброска внутренними нашими маршрутами какого-нибудь другого крупного ракетного крейсера туда, по твоему мнению? Я думаю, не стоит, потому что, понимаете, этот ракетный крейсер, у него же основная задача борьба с надводными кораблями противника. Да, там сейчас никого нет. Да, он не работает по наземным целям, у него чисто такое предназначение. А по наземным целям работают те корабли и подводные лодки, у которых на вооружении стоят крылатые ракеты
калибр. И мы эти кадры работы Черноморского флота видели не раз. То есть они принимают участие в наземной операции, они помогают поражать объекты военной инфраструктуры и места сосредоточения живой силы и военной техники. То есть флот работает. По огневой мощи ему вполне это хватает. Еще хотел вот о чем спросить. Но вчера было довольно заметное сообщение тоже Министерства обороны, как раз в тему вашего вопроса по поводу того, мы воюем или что. Видим попытки диверсии нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории России. Если подобные диверсии продолжатся, вооруженные силы России будут наносить удары по центрам принятия решений, в том числе и в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась, заявили в Министерстве обороны вчера. Насколько это серьезное заявление? То есть, что значит центр принятия решений? Это что? Это парламент, там, не знаю, администрация президента, Министерство обороны, что-то такое, или это все-таки военные объекты? Это есть и военные, и гражданские объекты, которые участвуют в этом конфликте. Ну, то есть, принимают решения на те или иные действия. Потому что некоторые действия одобряются кабинетом Зеленского, некоторые действия Министерством обороны Украины, некоторые действия службы безопасности Украины. То есть они имеют ряд административных зданий по всей территории Украины. Иногда эти здания делятся с администрациями городов Украины. Поэтому целей достаточно много. И, конечно, когда Министерство обороны говорит, что мы сдерживаемся, то нужно понимать, что подразумевается именно политическое сдерживание. То есть наше политическое руководство пыталось как-то не превращать этот конфликт в полномасштабные боевые действия. То есть привлечением, здесь меняется сам характер целей. Полномасштабное — это когда наносятся удары по гражданской военной инфраструктуре противника. Я вам просто объясню. Как раз хотел я это спросить. Очень зрители часто наши задают вопрос, чем спецоперация отличается от войны, именно с точки зрения терминов. Но сейчас все это становится более понятным. А в итоге удары, не удары, а нападения на наши погранпункты, они каким-то образом скажутся на дальнейшем поведении нашего руководства? Я думаю, что сейчас как раз этот вопрос и обсуждают у нас в Кремле. Скорее всего, я подозреваю, что собрано неочередное совещание, которое пока не афишируется, с участием представителей Министерства обороны, силовых структур. Какое там оно, селекторное или какое-то другое, но этот вопрос по-серьезному обсуждается. Потому что, понимаете, половинчатые меры, они не всегда приводят к искомому результату. Да, вот мы иногда не применяем боеприпасы повышенной могущественности. Ну, например, корректируемые авиационные бомбы мощностью 1,5 тонны. Вот не были пока замечены в применении бетабы. То есть есть такие вот вопросы, которые остаются. Почему народ задает, это было бы эффективнее. Есть, конечно, ряд ограничений, главное из которых, которые будут соблюдаться, конечно, на протяжении всей операции, это максимальное сохранение жизни мирных граждан Украины. Это основной фактор, который влияет на ход самой операции. И второе, это максимальное сбережение жизней наших военнослужащих. Потому что им приходится решать на поле боя задачи, которые возникают внезапно и неожиданно. Мы обнаруживаем те системы вооружения, которые, скажем, ранее не предполагались у этого противника. То есть нам приходится перестраиваться по ходу пьесы, как это говорят иногда. Это называется гибко реагировать на изменения ситуации на поле боя. Поэтому эта операция у нас идет по принципу вначале разведка, еще раз разведка, а потом определенные действия. Потому что это ювелирное выгрызание военных инфраструктур и военной силы Украины, она идет именно так. И я хотел бы дать понять, что почему сейчас такие сложные бои. Потому что мы воюем еще
самой подготовленной части украинской армии, которая сейчас пытается любым образом спасти. А единственный способ сейчас их спасти – это остановить эту операцию. Любым путем, дипломатическим, экономическим, политическим. На нас оказывают давление, на наших союзников оказывают давление. Чтобы остановить операцию, если вспомните, это были вот такого рода вещи, происходили ранее, там, когда они были связаны с котлами, в которые попадала украинская армия. А потом появились вот эти Минские соглашения, которые очень многие, скажем так, победы поставили под сомнение. Да, и вот эти полумеры, которые тогда были, хотя они были, имели под собой направленность, связанную прежде всего с решением вопросом с Донбассом мирным путем, как видите, за это время вот это действие Минских соглашений, они переподготовили армию, перевооружили ее, навезли туда кучу оружия и продолжают его вести. Давайте поговорим вот еще о чем. Все уже никакого секрета здесь, конечно, давно нету, о том, что планируется большая операция по уничтожению вот той самой, как ее правильно называть, донбасской огромной группировки украинских вооруженных сил. Разные оценки звучат количественные. Я слышал и 60 тысяч, и даже 90 тысяч человек. Там, давайте такой вопрос задам. Эта группировка обречена на окружение, котел, или у нее все-таки есть какие-то возможности вырваться, и если их нету, то на что они вообще там рассчитывают все? И вот знаете, вот я читаю некоторые источники, особенно британскую военную прессу, которая в открытом пространстве, она как бы не существует. Так вот, там они оценивают шансы этой группировки на выход очень низкие, потому что они говорят, что если эта группировка выйдет из городской заводской агломерации, где она сейчас сидит, то дальше у нее будут степные просторы, то есть она будет подвергаться ударам российских ВКС и других средств поражения. При этом у этой группировки явный дефицит войсковой ПВО, который бы на ходу, на марше прикрывало бы вот эти убегающие колонны от таких ударов. Поэтому и была задача сформировать с той стороны вторую группировку от Днепра до Полтавы, которая должна каким-то образом прикрыть выходящие вот эти вот войска. Но у этой группировки вот наши сейчас ВКС вышибают как раз средства противовоздушной обороны. Вот словацкое ПВО, которое направили на территорию Украины С-300, они были разбиты, там одна часть под Николаевым, а другая часть была разбита под Днепром. То есть уничтожены пусковые установки. А это как раз то ПВО, которое может отслеживать и сбивать цели на дальности до 100 километров. Это не та С-300, которая у нас сейчас, это одно из первых, как говорится, изданий. Поэтому, конечно же, наше командование это учитывает. Такого возможные попытки. И сейчас работает не только по донбасской группировке, но и по той, которая находится вот в районе между Днепропетровском и Полтавой. Ну, передний край ее – это город Павлоград. Идет такая вот методичная работа по выявлению таких объектов. И вот Министерство обороны вчера рассказывало о том, что было уничтожено 393 военных целей, 376 из которых оказались места скопления живой силы противника. Речь как раз шла об этих резервах, которые украинское командование, давайте уж говорить откровенно, командование НАТО направило на помощь вот этой группировке. Потому что, понимаете, если они лишатся этой группировки, то следующих бойцов таких подготовленных они за короткий срок не найдут. Я объясню на простом примере. Например, в годы Великой Отечественной войны мы до 1943 года выбили всех авиационных асов немецких Люфтваффе. После этого у нас стало безоговорочное превосходство в воздухе. И уже те, скажем, их подвиги, последующие поступающие там летчики немецкие, да,
они уже не могли показать тот мастер-класс, который показывали те, кто прошел боевые действия, начиная с Испании. То есть мы повыбивали всех немецких асов. Также и здесь. Если будет выбита вот эта наиболее боеспособная воинская группа, следующие группы будут слабее. Поэтому эту группу хотят любым способом спасти. Угу. А скажи, пожалуйста, вот я правильно понимаю, что мы не переходим к решительным действиям по этой группировке именно в связи с тем, что там мирные жители? Или есть какие-то другие соображения? Нет, я вам скажу о том, что любая операция должна начинаться внезапно. Потому что сейчас вокруг этой операции, которая планируется по Донбассу, и, кстати, Россия, а точнее Министерство обороны открыто об этом сказала, что это главная задача второй фазы вот этой войсковой операции, конечно, к ней повышенное внимание. Прежде всего, повышенное внимание со стороны средств разведки, которые есть у блока НАТО. Это в основном космическая разведка, оптико-электронная, радиотехническая, а также используется большая группировка спутников дистанционного зондирования Земли, которые имеют высокую степень разрешения при получении космических снимков, на которых они определяют, где и как сосредотачивается наша военная техника. И понятное дело, что если вы находитесь под таким пристальным присмотром, вам нужно разработать операцию не только с учетом того, что мы должны сберегать жизни мирных граждан и максимально беречь жизни наших военнослужащих, участвующих в операции, но и с учетом того, что за нами это вот так пристально приглядывают. Потому что если будет обеспечена внезапность, то внезапность говорит о том, что обычно это 50% успеха. В этом, как говорится, главный ключ того, когда начнется эта операция. Все говорят, вот в ближайшее время. Это вот самое такое верное, скажем так, постановка или озвучивание, когда начнется операция. Она никоим образом, скажем так, точнее, она констатирует с другими заявлениями, типа завтра начнется, послезавтра, в пятницу, в субботу, там и так далее. Нет, это вот, конечно, можно некоторым там специалистам, возьмем их кавычкам, говорить все что угодно, потому что они не связаны никакими обязательствами и хайпуют на этих вот событиях. И мы им, как говорится, рты не затыкаем. Но вы поймите, это действительно очень важный момент, когда начнется операция. И чем меньше противник будет догадываться о времени начала операции, тем лучше. Еще, да, по этой же теме короткий вопрос. Вот я смотрел тут украинские всякие экспертные мнения, ну, условно экспертные. Там есть оценки, например, вероятности успеха российских, значит, сил в этой операции. Ну, не буду даже их приводить, они, в общем, понятные. Там вот какая выдвигается гипотеза, что оборона украинских вооруженных сил настолько мощная, настолько она, значит, вот, эшелонированная, там, качественная и замечательная, что они в состоянии будут просто долгое время просто тупо перемалывать наступающие российские войска, пока те не кончатся. Это основной их посыл, что уже большие, огромные потери, и вот осталось немного, сейчас они там вот уже туда призывников, ну и так далее, да. Вот можете это прокомментировать? Могу, конечно. Вы понимаете, то, что создавалось на линии боевого соприкосновения у Донбасса, действительно основная задача была как можно максимально сдерживать наступление российской армии и вот подразделения Луганских и Донецких республик. Да, там эшелонированное, бетонированное сооружение, которое позволяет скрывать технику от ударов, применять тактику карусели. Объясню, что это. Это когда техника выезжает из укрытия, стреляет и обратно уходит в укрытие. И как бы поразить ее можно только в тот момент, когда она стреляет. То есть вот это, конечно же, эту оборону планировали в штабах НАТО и учитывали наш сирийский опыт, как мы там воюем, как воевали там сирийские подразделения, которыми руководили наши офицеры и военачальники. Все это учитывалось. При этом мы очень рассчитывали на то, что те, кто там находится в течение 8 лет, я имею в виду с нашей стороны,
досконально знают, где, что и как. Так вот, я вам скажу такую вещь, которую, может быть, никто не говорил. Когда у нас началась операция, и наши, скажем, донецкие и луганские друзья начали боевые действия, выяснилось, что о характере вот этих сооружений мы ничего не знаем. То есть разведка, на которую мы рассчитывали со стороны наших луганских и донецких союзников, героических ребят, я вот никоим образом не принижаю их возможности боевые и так далее, она оказалась не, скажем, полной для того, чтобы осознать те масштабы укреплений и что там находится за все время, пока эти укрепления там строились. Да, были сведения о том, что там ездят бетоновозы, что они там закачивают бетон, где, что, вообще было непонятно. Конечно же, с той стороны это проводилось все в режимах секретности, но это происходило в районе тех населенных пунктов, которые сейчас служат им живым щитом. Вот этот вопрос сейчас был решен в ходе боя, то есть разведка боем. И, скажем так, боестолкновения, которые происходят на Донбассе, они также еще связаны с тем, что мы очень рассчитывали на то, что луганские и донецкие подразделения, они будут готовы к боевым действиям такого характера. В этом тоже есть определенные сложности. И сложности, связанные с экипировками. И вот я смотрю очень многочисленные сообщения о том, что ребятам, которые вот на Донбассе и Луганске, требуется та или иная экипировка. Требуются квадрокоптеры, требуются какие-то там системы наблюдения, системы связи. И у меня возникает очень много вопросов. А вчера вот во время передачи «Время покажет» мэр Горловки вообще, как говорится, огорошил тем, что они там против танков противника воюют противотанковыми ружьями. У меня возникает вопрос к тем, кто готовил эти подразделения к ведению боевых действий. Ведь одна из причин того, что мы перебросили войска на Донбасс, сделали так называемую не ротацию, а именно переброску, связано с тем, что если такого рода тенденции бы продолжались, то Донецкий фронт, например, у нас ослабел. Если вы посмотрите за 50 дней проведения войсковой операции, в некоторые участки Донецкого фронта, будем называть его так, практически не двинулись с места. И это говорит о том, что, с одной стороны, да, там очень такая серьезная оборона, а с другой, а чем эту оборону собирались взламывать. Есть еще вопросы квалификации некоторых вот участников этих боевых действий, потому что, например, с той стороны украинская армия готовилась к боевым действиям. Она была готова в том числе и в техническом плане, в военно-техническом плане. И я вот, когда меня спрашивали, я говорил, что украинская армия превосходит в этом луганские и донецкие военные подразделения. Превосходит. И что если бы без помощи России они бы стояли против них, то они бы их смяли. Я не знаю, насколько услышали мои слова, вот, но кое-что было услышано, кое-что было сделано. Но ведь самое главное, это нужно тренировать людей к таким действиям, которые не похожи на то, что было последние 8 лет. То есть подготовка воинских подразделений, это, кстати, отмечает еще такой известный защитник Донбасса, как Александр Ходаковский, она была не на самом высоком уровне. Но вот с другой стороны, я смотрю, например, на луганские подразделения взаимодействия с российскими военными подразделениями прямо учатся на ходу. Ну, то же самое и донецкие ребята делают. Но всегда возникает такое ощущение, что вот если бы все было бы учтено, было бы лучше. Но, понимаете, слово «если» на войне оно не работает. Но мы учимся на ошибках, что, ну, видимо, у нас такой вот склад, что пока нас к Москве или к Сталинграду не проставят к стенке, да, около этих городов, у нас не начинает работать то самое рациональное наше мышление, от которого мы, как говорится, отталкиваемся от этих стен и катимся на запад.
Вот где это сейчас точка проходит, где проходит это Сталинград, где Москва, ну, можно сказать, мы получили свою Москву и уже свой Сталинград. Я имею в виду вот события с крейсером Москвой и то, что происходило в Мариуполе. То есть этого достаточно такой вот хорошая встряска для всего, для оценки происходящих событий. И теперь, конечно, можно раздувать в обществе алармические настроения, но во всяком случае понятно одно. Операция не будет остановлена однозначно, потому что здесь уже такой вот слишком, ну, как говорят раньше, жребий брошен и Рубикон перейден. Поэтому давайте верить в наших ребят и в наше командование, а еще в наше руководство, которое наконец-то примет те самые решения, о которых спрашивает наше общество и те ребята, которые там находятся на передовой. Спасибо вам, Алексей Петрович, большое. Ждем вас снова в наших эфирах. Надеюсь, у зрителей и слушателей вопросов стало меньше, а на радио «Спутник» новости. Спасибо. Спасибо. Да, пожалуйста. Спасибо. Увидимся обязательно. Спасибо. Ну, смотрите, ребят, меня можно ловить вот так вот по утрам. Но мы по утрам, у нас основное. Вот давайте ловите там, я вам всегда... я тебе буду писать тогда, а ты там, Нет, мне надо писать в Телеграм. Окей. Потому что меня взломали через Viber телефон, с которым я там, общался в соцсетях с ребятами с Украины, с той стороны. А WhatsApp мне начал заполнять телефон. Мы в эфире, если что, еще. Но не на радио, в соцсетях. Ну да. То есть, хорошо. Имейте в виду, кстати, всем ребятам, которые находятся на той стороне Украины, передайте, что лучше общаться через Телеграм. К сожалению, там людей, которые это не понимают, они становятся достоянием СБУ.